Всем привет, вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, 445 тысяч подписчиков. Подписывайтесь на канал с колоколом. И сейчас вы видите обзор, который полностью будет снят на не только основной, наверное, но на ультраширик и частично на телевик камеры смартфона Honor Magic 6 Pro. Они по версии DxOMark являются лучшими. Мы не будем по поводу этого дискутировать. Почему? Потому что обзор основной на основном канале уже был. Вы можете его посмотреть. Там я сравнивал его с Samsung S24 Ultra. И если не ерничать и не пытаться сделать красивую мину при плохой игре, Honor во многих сценариях уделывал Samsung по полной программе. Будут ли допиливать Samsung, это другая история. Honor новиночка. Она сейчас вышла на глобальный рынок. До этого была только в китайском варианте исполнения. Вот как раз он у меня на руках. Но помним, что в китайском варианте исполнения все бенды есть, русский язык есть, Google сервисы есть, тот же Snapdragon 8 Gen 3. И по большому счету единственное, что здесь выпилено, это eSIM. eSIM здесь отсутствует. И, соответственно, могут быть еще траблы с Android Auto. А так, по большому счету, те же тапки только в профиль, просто глобальная версия стоит 1200 евро, а эта версия стоит 800 евро. Вот и вся история. Не забывайте подписываться на канал с колоколом, подписаться еще на Польза стримы. Там мы прожаривали это устройство, в онлайне я играл. И основной канал Польза.нет, где и был полный обзор. Кстати, еще Польза телеграм-каналы. Скидки, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В скидках я сегодня закинул интересный смарт Oppo Find Oppo K11. Там 782, по-моему, снэп. И этот снэп получше, чем 6 Gen 1, притом намного, который в Realme 12 Pro за 28 тысяч. А K11 даже сейчас на плохом курсе на Али, сейчас не распродажа, всего 23. В общем, кто должен, тот понял. Если говорить про Magic 6 Pro, я сразу скажу, что, допустим, тот же комплект, в китайской версии 100-ваттная зарядка, вроде в глобалке вообще зарядки нет. Здесь у меня была 100-ваттная зарядка, заряжался смартфон рандомно. Рандомно почему? Потому что здесь особенность. Ты, короче, когда его подкидываешь на зарядку с 0%, он заряжается за 30 секунд до состояния, что он включается. Это очень круто, потому что в тех же, допустим, Asus ROG Phone 8 и 8 Pro тебе надо ждать минут 10, иногда 15, иногда 5, у кого как. У меня вообще там иногда и час проходило. Смотри-ка. Вот. И если говорить про этот смарт, то он подрубается моментально. Но быстрая зарядка у него не активируется. И чтобы активировать быструю зарядку, тебе нужно на тач нажимать, на скрин, на экран. И иногда она не отрабатывает, иногда отрабатывает не как надо, поэтому не могу сказать, что все супер. Из недостатков вы видите сейчас, каким образом я переключаю модули. Вот это основное, это ультраширик, это телевик. Притом телевик, опять же, с 2.6 иксом, а не 3. И ультраширик 0.5. Мне очень не нравится, как здесь меняется цвет. Такое ощущение, что даже камеры чуть-чуть меняют горизонт. Но, опять же, вы это увидели, оценивать вам. По комплекту идет в китайской версии силиконовый чехол, 100-ваттная зарядка, которая, повторяю, заряжает его в лучшем случае за 46 минут. Это неплохо. Если брать по чехлу, он силиконовый, максимально дешевый и простой. Ключ для извлечения сим-карт, слота под сим-карты, и симки можно запихать 2. Плюсом сразу отнесу то, что здесь, разумеется, в глобалке, правда, есть eSIM, здесь нету. Напоминаю, что eSIM это физический чип, то есть когда вы там, не знаю, какой-нибудь OnePlus 12 китайской версии перепрощете на глобалку, он у вас не появится, потому что это чип. Если его нет, от того, что у вас в менюхе появится eSIM, ничего не поменяется. Но, как говорится, все бывает. Чтобы вы знали. Может быть, здесь как-то по-другому, может, кто-то разбирал, но мне кажется, что нет. И в китайской версии, как и в глобальной IP68, вы можете этот смарт топить. Я его топил 2 раза, к сожалению. Почему, к сожалению? Я не люблю топить смартфоны, иначе можно остаться без денег. Допустим, ZTE Nunga Z60 Ultra со своим IP68 у меня погибло так, что восстановлению не подлежит. В Samsung хотя бы, ну вот у меня тонул, получается, Samsung Flip 5, но если бы я с глупости
не сказал его открывать, то мне бы бесплатно поменяли экран. А так минус 28 тысяч рублей. А еще тонул у меня iPhone 14 Pro, но там нужно было просто откинуть контакты от аккумулятора. И даже еще и не было никаких маркеров, что в смартфон попала вода. То есть в iPhone вода не попала, в Samsung можно было отремонтировать бесплатно. А ZTE это просто кусок мусора оказался в итоге после утопления. Так что топить ничего не стоит, если вы не уверены, что это вам надо. Но Honor Magic 6 Pro защиту от влаги официально имеет, и я ее могу подтвердить, что в моем экземпляре она была. Если говорить про камеры, про все эти X100 в зуме на фото, про 180 мегапикселей, по-моему, у них там телевик, про перископы и все остальное, я особо не хочу. Почему? Потому что нужно смотреть примеры фото. Допустим, оноровский ИИ для фотографий отрабатывает просто ужасно. У вас может быть обрезана, не знаю, часть носа. Вот я примеры фотографий на этот смартфон, наверное, штук 500 скидывал в личную телегу. И сказать, что это прям образцовый смартфон, я точно не скажу. Насколько он хорош? Ну, он классный. Но лучше ли он? Это решать под ваши цели и задачи. В общем, ИИ здесь работает плохо. Про железо внутри. Snapdragon 8 Gen 3, притом он довольно сильно задушен. Каким образом он задушен? Смотрите, он выдает в лучшем случае 1 690 000 баллов в Antutu, но в то же время память, разумеется, UFS 4.0, 200 000 баллов в Storage тесте. Вот это важно. Но сейчас мы через сколько... Вот, кстати, закат можете наблюдать на ультраширик. 60 Гц сейчас мне показывает основа и телевик 2.6. Да, уже 7 минут общаемся. Так вот, если говорить про его особенности негативные, возможно, в глобальной версии, я почти в этом уверен, это тоже будет. У него в операционке, мне кажется, проблемы с сертификатами. То есть, допустим, тот же какой-то элементарный PUBG New State я установить не смог. И это не говорит о том, что нечего играть в PUBG New State, это плохая игра. Потому что Genshin установился и все остальное тоже. Но это говорит о том, что сертификаты под это устройство не от всех производителей могут быть. То есть, проще говоря, если вам нужна будет какая-то специфическая программа... Мне попала иголка, пардон, от кактуса. Если вам попала какая-то специфическая программа, понадобилась, вполне возможно, у вас не получится ее установить. Насчет портов. Здесь Type-C. Быстрый 3.1. Если говорить про мини-джек, он здесь отсутствует. Инфракрасный порт в наличии. Если говорить про какие-то внешние особенности, ну, забавный смартфон, он не выглядит в общем понимании флагманом, но, опять же, здесь на вкус и цвет товарища нет, как говорится. По мне, он такой френдли прям внешний вид. И расположение камер тоже. Толстый достаточно, вот эти все 8 миллиметров, но смотрите, сколько он в толщину, по-моему, 1,4 суммарно сантиметров в районе блока камер, это раз. И два, не забываем, что здесь у нас экран, к сожалению, LTPO-шный, но имеет закругленные края. Из-за этого идет определенное искажение видео. При видеосъемке, при просмотре видео, при играх. Опять же, для вас может быть комфортен экран с закругленными краями. Они здесь не сильно закруглены, но в то же время в наличии. Очень много, мне кажется, будет тестов, особенно в глобальной версии, когда они разошлют смартфон по поводу того, что его не убить. Хотя, опять же, у них там свое родное стекло, какое-то Curved от Honor защитное. Если говорить про какие-то особенности из разряда экрана, повторяюсь, мне здесь не понравилось то, что не установить PUBG New State, и не понравилось то, что экран первые 3 дня использования выдавал мне 770 люксов, и мне их не хватало прям конкретно при свете солнечном. Если говорить потом, через 3 дня какого-то лешего он стал выдавать 1100 люксов. При том, что вот эти 3 дня, что он выдавал 770 люксов на максималке,
он выдавал их и, получается, не показывал он 5000 люксов как рекламе, на пиковой яркости он показывал 1700 люксов, то когда он стал выдавать 1100 люксов, он какого-то лешего перестал вообще в пике ничего не показывать. Хоть прожектором на него бей, хоть на солнце выходи. То есть смарт все равно такой: нет, друг, какие 5000? У нас же в рекламе они есть. В общем, у меня смарт на увеличение яркости на улице не реагировал, и при ярком солнце мне яркости не хватало. При том, что какой-нибудь там убогий в плане того, что он уже древненький, iPhone 13 Pro Max выдает 1300 люксов без пика. То есть он просто вот в максимальной яркости выдает 1300. Так же, как iPhone 15. Так что здесь с экраном определенного рода много вопросов по поводу шима. Здесь он высокочастотный, это значит, что вроде бы он безопасный, 4 с лишним тысячи герц у них. Но сам шим идет до 20% долетает. Редко. То есть он почти нулевой, но это не 10% и это не IPS. Чуть-чуть шим есть. Кому-то, может, он и будет влиять. И в итоге, после того, как мы с вами обсудили все эти вопросы, я прихожу к выводу, что за 70 с копейками это просто волшебный смарт. На Алишке, не во время распродажи, китайская версия. Если вы собираетесь это чудо природы покупать за 1200 евро, подумайте 10 раз, потому что вот эти вот переходы от основного модуля к ультраширику и телевик на 2.6, невозможность перейти с основного модуля на фронталку. На фронталке барабанная дробь только 4К 30 FPS, на основном модуле барабанная дробь 8К нету, и 4К 120 FPS на основном модуле тоже нет. И у вас получается такое вроде супер устройство, которое вообще не супер, потому что на фронталке без 4К 30 FPS и без возможности переключить с основного модуля на фронталку я не могу считать супер видео каким-то супер смартфоном. Вы можете со мной не согласиться. У меня еще будет обзор на Honor Magic 6, сенсоры и все остальное можете посмотреть благополучным образом в основном обзоре. Как они нахимичили с размером сенсора и как они схитрили, опять же можете посмотреть. Но программное обеспечение, я считаю, вывезло в этом смарте. И это, к сожалению или к счастью, на данный момент один из лучших смартфонов по съемке, особенно фото. С видео, я говорю, очень много проблем с переключениями. Мне, допустим, они никак не устраивают. То есть такое ощущение, что они просто как брак. Но не только у меня, и это значит, что это есть у всех. От меня, повторяюсь, девайс сюда. Подписывайтесь на канал с колоколом. Приходите на прожарки, приходите на обзор и прожарку Honor Magic 6. Они не особо сильно отличаются, главное, на одном и том же процессоре. Но вы ощущаете, никакие Кирины они сюда пихать не стали. То есть Huawei, конечно, круто. И по поводу спутникового модуля, который здесь внутри, вам он бесполезен, как и мне. Может быть, кто-то найдется умелец, кто его активирует в Китае и потом будет использовать по всему миру. Но на данный момент в глобалке, я думаю, его даже и не будет. Повторяюсь, девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.